Да. Только что дочитал книгу Game Over, как Nintendo завоевала мир. И знаете что? Удивительно, даже поразительно, что при том, насколько по-разному происходило распространение 8-битной приставки Nintendo в США и у нас в России, это в итоге и там, и тут произвело практически одинаковый фурор. Небывалая популярность NES в Америке, пожалуй, вполне сопоставима с популярностью на постсоветском пространстве. При том, что там всем руководила сама Nintendo of America, а здесь небольшое дочернее подразделение какой-то компьютерной компании с тайваньским поставщиком. Ведь ни в Штатах, ни в России до появления 8-битной нинтендовской консоли вообще не было домашнего видеоигрового рынка. У них из-за краха индустрии 1983 года, а у нас из-за краха всего СССР. И вот внезапно на Востоке появляется совершенно новаторское творение японского игропрома и заново рождает целую индустрию по обе стороны земного шара. Это лишний раз подтверждает, что если продукт гениален, то его неминуемо ждет успех. Так или иначе. Но кое в чем тут я бы все-таки хотел разобраться. Смотрите, что NES в Америке, что Dendy в России – и то, и другое, прежде всего, бизнес. Бизнес, который сформировал культ. То есть, все вот это вот геймерское восхваление, детское восхищение и последующую дорожимость всеми его продуктами, да? И по обе стороны океана эта дорожимость одинаковая. Несмотря на то, что американцы получали все из первых рук, а мы, бог знает от кого и что вообще. Вот сравним саму развлекательную систему Nintendo и ее российский аналог Dendy. Первые сопутствовали огромный бюджет и высокая себестоимость, тотальный контроль над издаваемыми видеоиграми, многомиллионная рекламная кампания, информационная сеть, судебные разбирательства между компаниями-разработчиками, десятки всевозможных наименований аксессуаров. Итог – наличие в каждой четвертой американской семье. Второй соответствовали минимальная себестоимость и удешевленность, практически полное отсутствие контроля над качеством видеоигр, не менее внушительная рекламная кампания, отсутствие достоверной информационной базы, отсутствие аксессуаров за исключением световых. Итог – наличие в каждой четвертой российской семье. Парадокс или феномен? На самом деле есть еще одна немаловажная деталь. Несмотря на то, что всевозможная российская реклама освещала именно Dendy продукт, люди, глядя на нее, покупали любую Dendy совместимую приставку. И в большинстве именно они и заполонили собой квартиры российских семей. Но здесь причина, естественно, только лишь в цене. А вот что касается других аспектов, которые более всего важны для самих геймеров, я думаю, прежде чем делать выводы на сей счет, нужно детально сравнить особенности 8-битного гейминга и его значимость по обе стороны океана. И тогда, возможно, удастся наконец ответить, кому же все-таки повезло больше. Перед вами джентльменский набор среднестатистического Nintendo боя образца конца 80-х. К тому времени Nintendo уже завоевала американский рынок домашних консолей, и ее продукты успели стать первым пунктом в списке детских подарков на Рождество. Стоило это многообразие недешево. Самый крутой комплект, так называемый Deluxe Set, обходился в $250. Комплект попроще, Control Deck, примерно в 200, что в переводе на нынешние деньги уже составляет около 30 тысяч рублей. Когда же у нас на пике популярности был аналог этой консоли под названием Dendy, он стоил порядка 100 тысяч тогдашних рублей, что сейчас равнялось бы примерно 15 тысячам нынешних.
Как видите, поиграть в Dendy мы в России могли примерно в 2 раза дешевле, чем в Америке. Другой вопрос, насколько мы были осведомлены, во что можно поиграть. Чтобы продать в России Dendy в 2 раза дешевле, чем NES, недостаточно было просто сказать людям: покупайте Dendy, она вдвое дешевле Nintendo, поскольку большинство и понятия не имело о том, что вообще все это такое. Консоль без игр — это пустая коробка, поэтому главным аспектом распространения 8-битной приставки от Стиплера было то, чтобы донести информацию о видеоиграх на ней и заинтересовать этим детей настолько, чтобы они не слезли с ушей своих родителей до тех пор, пока те просто не сдадутся и не выделят деньги семейного бюджета. И по обе стороны океана методы распространения 8-битных радостей были довольно разные, как из-за экономических и географических реалий, так и из-за противоположного во многом менталитета. Когда в Соединенных Штатах Америки готовилась или уже поступала в продажу новая видеоигра, явно претендующая на то, чтобы стать хитом среди подростков, основной упор Nintendo of America, или сокращенно NOA, шел, естественно, на самые доступные детям средства массовой информации, и в первую очередь на телевидение. Практически для каждой уважающей себя видеоигры снимался отдельный рекламный видеоролик с геймплеем, громким названием и призывом искать ее в магазинах. Этим, как правило, занимались издатели, которые работали напрямую с японскими зачастую разработчиками, либо американские подразделения японских компаний. Конечно, отнюдь не все известные в Америке NES игры приплывали из Японии, но процент таковых был подавляющим. Многие известные игры от таких компаний, как Konami, Capcom, Hudson, Taito, имели в своем активе как минимум один красочный рекламный ролик, который многократно светился на американском ТВ и продавал свою игру. Но более всего американское эфирное время занимала, конечно же, реклама игр от самой Nintendo. Именно она создавала самый невероятный ажиотаж вокруг 8-битных продуктов. И делала это зачастую задолго до поступления игр в магазины. Тем самым NOA провоцировала у интересующихся такой спрос, что некоторые ее игры сразу же сметались с прилавков, моментально превращая их в дефицит. Ей-богу, нужно было очень постараться, чтобы умудриться отхватить к Рождеству тот же Super Mario Bros. 3, потому что достать ее в первые месяцы после выхода было огромным везением. И так, надо сказать, у них вообще было во всем. Нагнетание ажиотажа перед Рождеством практически в любой продуктовой отрасли – это было излюбленным способом большинства уважающих себя компаний. Для тех, кому не удавалось купить ту или иную игру, в США была доступна еще одна возможность в нее поиграть. Это посетить так называемый Game Rental Store, или, говоря по-нашему, видеоигровой прокат. Практика сдавать видеоигры на прокат была ничем не хуже, чем с теми же видеокассетами, пользовавшимися огромным спросом. Так что предприимчивые американцы сразу же начали делать на этом деньги, покупая в розничной продаже по нескольку копий игр на NES за $45–60 и предлагая младшему поколению брать их по очереди домой за пару баксов в день. При должной сноровке многие из этих игр вполне можно было успеть пройти за пару часов. Только сама Nintendo of America отчаянно боролась с прокатчиками и своей тихой ненавистью к ним. По существу, процент прибыли с купленных видеоигр, которые имели с них видеоигровые прокаты, забирал у Нинки жирный кусок. Но по закону игровые картриджи как продукт приравнивались к видеоносителям, прокат которых в Америке был абсолютно легален. И как бы Nintendo не пыталась пролоббировать поправки в закон об авторском праве и запретить прокат своей продукции, осуществить это в полном смысле им так и не удалось. Они могли запретить своим розничным продавцам не продавать более 2 копий игры в одни руки, или запретить прокатчикам копировать инструкции своих игр для реализации. Но до тех пор, пока игры на NES окончательно не исчезли с прилавков, любой геймер имел полное право прийти в магазин, заплатить всего несколько $, за любой понравившийся ему картридж и уйти с ним домой, чтобы с удовольствием поиграть.
Если ему мало было одного дня, он мог выложить баксов 7 за 5-дневный прокат и играть почти целую неделю. Думаю, вам не трудно представить, сколько было таких желающих сэкономить. А вот в России ситуация с распространением тех же нинтендовских видеоигр развивалась, прямо скажем, вообще по-другому. Ведь когда 8-битки набирали популярность на российском рынке, в Соединенных Штатах и на родине самой Nintendo они уже были практически вытеснены следующим поколением консолей. Уже успели выйти все самые хитовые технологичные игры, а сама нинтендовская консоль была полностью разобрана и скопирована китайскими подпольщиками до последнего винтика. Такое сложившееся к 1993 году положение и позволило вывести в российские массы значительно удешевленную версию приставки Nintendo с многократно увеличенной видеоигровой базой по сравнению со стартом продаж в Америке, что повлекло совершенно другие минусы и плюсы. Реклама приставки Dendy, фамиклона официально выбранного для российского рынка, незамедлительно появилась на нашем центральном ТВ. Но только лишь реклама приставки, об отдельных видеоиграх речи в ней не велась. Поскольку уже тогда на рынок просачивались различные азиатские штамповки этой консоли от безымянных компаний, и народ еще не особо разбирался, как это все работает, необходимо было убедить его, что именно Dendy является гарантом качества 8-битной приставки, и что эта модель никогда не даст сбоев и исправно будет работать с любым отечественным телевизором. Справедливости ради надо признать, что так оно и было. Почти. Но цена этой уже удешевленной в сравнении с NES версии все равно была несколько выше, чем от безымянных фирмачей-фамиклонщиков. Поэтому в течение всего срока популярности 8-битки в России соотношение продуктов Dendy и прочих фамиклонов удерживалось где-то на отметке 40/60, а обратным числом можно было бы оценить соотношение их работоспособности. Из тех же самых источников, откуда везли приставки, в страну везли и картриджи с играми к ним. И путь игр для Dendy с завода-производителя до прилавка отечественного магазина был кардинально иным, нежели для системы Nintendo в Соединенных Штатах. Во-первых, у наших картриджей с играми не было никаких рамок выхода. Следовательно, не было никаких анонсов о поступлении в продажу и связанного с ними ажиотажа в магазинах. Поскольку наш игровой картридж как продукт по своему происхождению был пиратским, он не имел никакого ограничения на количество копий, следовательно, их невозможно было статистически подсчитать. Проще говоря, если Super Mario 3 продавался, фамиклонщики делали все больше и больше его копий, поэтому если игра была хитом, найти ее в продаже не было проблемой когда бы то ни было. Во-вторых, многообразие видеоигр в первые годы продаж в России уже превышало ассортимент на закате продаж в Соединенных Штатах. Этому поспособствовало как то, что сама Dendy появилась в России спустя примерно 8 лет, как в Америке появилась NES и библиотека игр была уже сформирована, так и то, что для продажи в России деляги везли копии не только американских картриджей, но и японских. Таким образом, общая численность 8-битного ассортимента для нас значительно расширилась за счет нелокализованных игр, что тоже повлекло за собой как плюсы, так и минусы. Но, как и за рубежом, стоимость одного такого картриджа с игрой для Dendy составляла примерно четверть, а то и половину от цены самой приставки. Другое дело, что за рубежом в каждом картридже, как правило, содержалась только одна игра. А в России каждый второй карик был сборником с 2, 3, 6, а то и 10 играми. Так что без сомнения можно сказать, что игр российские геймеры получили намного больше, чем американские. И получить их можно было отнюдь не только в магазинах, одобренных поставщиком ритейлеров, как было в США, а практически на любой точке, торгующей электроникой, коих за пределами офф-магазинов в нашей стране были тысячи и тысячи рынков.
Но само собой у подавляющей категории геймеров, то есть кому еще не было и 14, денег на это в России 90-х зачастую не хватало. В Америке на помощь к таким геймерам приходила сеть рентал-сторов, то есть прокаты картриджей. Но у нас в те времена видеоигровой прокат в распространенном понимании практически не существовал. Вместо этого во многих городах у нас были развиты так называемые игровые клубы, которые по своей сути вполне сопоставимы с аркадными залами за рубежом. Туда можно было прийти и, заплатив небольшую сумму в кассу, сесть перед телевизором и поиграть на домашней приставке. Но стоит заметить, что чаще всего туда приходили поиграть в консоли покруче, чем в Денди. Но тем, кому по-прежнему хотелось поиграть именно в Денди и не хватало денег на картридж, был еще один выход. В тех же клубах или на определенных торговых точках можно было за столь же небольшую плату принести какой-нибудь свой, уже изрядно поднадоевший картридж и обменять его на новый по своему выбору. Поскольку ни о каких упаковочных коробках и инструкциях к картриджам в России никогда не было и речи, степень потрепанности сдаваемых и приобретаемых в таких местах экземпляров особо не волновала ни продавцов, ни геймеров. Лишь бы работала. За первые пару лет бизнеса в США Nintendo of America сумела выстроить неплохую информационную сеть с внушительной клиентской базой, получившей название Nintendo Fan Club. Каждый числящийся в этой базе клиент уже обладал консолью NES и при ее покупке заполнял гарантийные талоны и отсылал в компанию, чем подтверждал свое согласие на членство в клубе и на участие в акциях и розыгрышах призов от Nintendo. Помимо этого, в компании был открыт номер для бесплатных телефонных звонков для геймеров, куда можно было позвонить и получить вполне компетентный ответ на вопрос типа «Как найти 7-й лабиринт в Легенде о Зельде?». И из-за обилия звонков вполне естественно, что номер вскоре стал платным. В конце 1987 года членам веселого клуба Nintendo были бесплатно разосланы первые бюллетени под названием Nintendo Fan Club News, которые содержали информацию о новых играх NES, подсказки и секреты к ним, а также кроссворды и юморные колонки. Затея оказалась крайне удачной, и через пару номеров Fan Club News разросся до журнала в 30 страниц, добрую часть которого составляли рекламные баннеры самых свежих игр от разных компаний-разработчиков, а также информацию в виде описаний, прохождений и подсказок к уже имеющимся. Журнал продолжал поставляться бесплатно для клиентов Nintendo, но в связи с необычайным темпом роста клиентской и видеоигровой базы, он, во-первых, стал слишком ограниченным, а во-вторых, нерентабельным. И поэтому после 7-го номера был отменен в пользу готовящегося полномасштабного издания от Nintendo уже не только для их собственных клиентов, но и для всех интересующихся их видеоиграми геймеров. Летом 1988 года оно вышло на свет в США под названием Nintendo Power. С самого первого номера журнал Nintendo Power стал практически библией для детей-подростков Америки, играющих в NES. Потому что только в нем можно было найти ответы на всевозможные вопросы о 8-битных играх того времени. Красная строка внизу его обложки гласила, что это издание для игроков в NES от профессионалов. Да, знакомое утверждение, но на самом деле так оно и было. Потому что каждая из страниц этого издания была наполнена эксклюзивной информацией из первых рук. Не только от самой Nintendo, но и от компаний игровых разработчиков, в чьи игры играл весь мир. Официальные постеры, оригинальные арты, подробно иллюстрированные описания всех элементов геймплея, анонсы еще не вышедших игр с промокадрами из них, тонны игровых секретов, хит-парады, достижения, розыгрыши призов и прочее. Имея в активе такой калейдоскоп знаний о NES, неудивительно, что Nintendo of America не побоялись потратить на издание первого номера $10 миллионов и разослать бесплатно подписчикам фан-клаба,
поскольку открытая продажа следующего номера полностью окупила оба. В течение первых 25 номеров, выходивших до июня 1991 года, ответственным за игровую информацию в журнале был Говард Филлипс, который славился самым прошаренным геймером в Nintendo of America. Все выпускавшиеся в Штатах в первые годы игры на NES обязательно проходили через его руки, поэтому его действительно можно было назвать профессионалом. С каждым последующим ежемесячным номером, вплоть до возобладания в журнале консоли SNES, Nintendo Power был и оставался самым обширным источником достоверной информации о 8-битных играх Nintendo. За это время, помимо самого журнала, Noah успела выпустить и несколько книжных дополнений к нему, с различной справочной и прочей игровой информацией, которые также имели успех у читателей. На американском же телевидении Nintendo, естественно, тоже пыталась продвигать информацию о своих продуктах, но не только посредством рекламы. С 1989 по 1991 год она продюсировала ряд анимационных телешоу, базировавшихся на персонажах из компьютерных игр, таких как «Легенда о Зельде», «Супербратья Марио», а также многих других, получивших воплощение в оригинальном мультсериале «Игровой мастер Капитан Н», в эпизодах которого можно встретить немало отсылок к нинтендовским играм. Нечто подобное представляло из себя и другое анимационное шоу Power Team, которое продюсировала уже компания Acclaim, издававшая в Америке немало игр на NES. Только в эфир оно выходило в рамках еще более интересного проекта о видеоиграх Video Power with Johnny Arcade, стартовавшего в 90-м году на канале NBC. В этой получасовой программе один довольно активный тинейджер бегло рассказывал о видеоиграх на различных консолях, в том числе и на NES, а в промежутках между этим смотрел вместе с юными зрителями эпизоды мультфильма об энергичной команде, включая и себя самого. Несмотря на интерес аудитории, в таком виде шоу Video Power просуществовало только один сезон, и уже во втором оно сменило направленность на соревновательную, где несовским играм была отведена роль площадок для игровых дуэлей между участниками. Вот только после окончания второго сезона шоу было закрыто. О том, как обстояли дела в России с журнальной периодикой об играх на Денди, зрители этого канала наверняка уже в курсе. Но обратите внимание на ситуацию, в которой оказались подавляющее большинство потенциальных геймеров у нас в стране в первые годы так называемой Денди-мании. Если в Соединенных Штатах компания Nintendo фактически была монополистом на рынок NES, и никто кроме нее не мог выпускать даже близко сопоставимое количество картриджей с играми, то в России их было в несколько раз больше, чем успевала выпускать сама фирма Dendy. И первое время целью здешней видеоигровой литературы было дать хоть какое-то понятие потребителю о том, что вокруг продается и что из этого следует выбрать. Показательнее всего эту ситуацию характеризует предисловие вот в таком небольшом 8-битном справочнике, выпущенном в 1994 году в Москве. В настоящее время огромную популярность приобрели игровые телевизионные приставки. Игры для них записаны на сменные кассеты – картриджи. Картриджи совместимы практически со всеми видами приставок и содержат различное количество игр – от одной отдельные картриджи до 6000 сборники. В сборниках, как правило, представлено не более 20, собственно, игр базовых. Например, в сборнике 1200 игр базовых только 13. Остальные – это различные уровни и разновидности базовых игр. Это приводит к определенной путанице при определении тематики сборников. Поэтому, чтобы определить тематику сборника, нужно узнать содержание входящих в него базовых игр. Необходимо еще учесть и тот факт, что цены многих картриджей практически сопоставимы с ценами самих приставок.
Поэтому при приобретении и использовании картриджей возникает много вопросов, связанных с желанием потребителя выбрать именно тот или те картриджи, игры на которых подойдут ему более всего. Данное описание ставит своей целью помочь потребителю самостоятельно разобраться с информацией, которая существует по имеющимся и постоянно поступающим в продажу новым картриджам. В описании приведено содержание и основные особенности более сотни игр, входящих в состав отдельных картриджей и сборников. И далее в книге приведены краткие описания выборочных известных игр на Dendy. Самое интересное, что даже при такой старательной попытке прояснить ситуацию, нигде в справочнике не указано, что речь идет именно об играх для Dendy совместимых приставок. Ведь на тот момент уже и Sega со своими картриджами постепенно проникала на рынок. Вероятно, причина этого кроется в том, что само понятие Dendy являлось зарегистрированной торговой маркой, и его использование в сторонних изданиях было запрещено. Но парадокс-то в том, что это как раз и вводило путаницу в ситуацию, описанную здесь в предисловии. Впрочем, компания Dendy тоже пыталась эту ситуацию прояснить. В выпущенном ими вот таком каталоге того же 1994 года на нескольких десятках страниц были представлены подробные описания разновидностей их приставок, аксессуаров в виде дополнительных джойстиков и световых пистолетов, и также кратких описаний видеоигр из линейки картриджей, но уже с некоторыми обложками к ним. Что касается журналов, выпускавшихся с 1993 года под предводительством фирмы Dendy и после нее, ситуация с ними была прежде всего характерна отсутствием компетентных геймеров внутри самой компании, которых можно было бы противопоставить тому же Говарду Филлипсу. Поэтому основной набор авторов шел из подростково-фанатского сегмента, играющего в Dendy. Проще говоря, те, кто читал журнал, его же и писали. Многие рубрики в номерах целиком базировались на письмах читателей с описаниями игр, рисунками и секретами к ним. Достоверной информации от игровых разработчиков здесь практически не было, за исключением редких случаев, когда в журнал просачивались вырезки из зарубежных изданий. Анонсов о будущих играх тоже не могло быть, так как к моменту издания журнала NES-индустрия практически свернулась. А вот анонсы будущих игровых систем и игр на них уже появлялись, как, например, многократные тизеры Ultra 64, которая в итоге вышла под названием очередной Nintendo. Но зато, начиная с 1994 года, во многих областях России на центральном и на региональном телевидении успело засветиться немалое количество телепередач, которые были полностью ориентированы на обозрение видеоигр, серьезную долю которых составляли игры на Dendy. И аудитория этих передач исчислялась сотнями тысяч геймеров по всей стране. В большинстве своем эти программы создавались энтузиастами и на основе имеющихся у них в доступе компьютерных развлечений. Лишь к немногим из них были причастны ведущие в России компании по продаже видеоигр. Такие в основном выходили в эфир на ЦТ, как, например, «Новая реальность» или «Соник Супер Ежик». Остальные обычно спонсировались либо локальными торговыми сетями, либо прочими рекламными кампаниями. И что на ЦТ, что в регионах, ключевым элементом в этих программах были обычные рассказы об играх на приставках с сопровождающими видеонарезками геймплея. Само собой, что подобный формат, показанный где-нибудь в США или Европе, без разрешения компании-разработчиков, был бы прямым нарушением закона об авторском праве. У нас, по сути, он таковым и являлся. Но если уж сам факт продаж бесчисленных нелегальных копий в нашей стране никого не волновал, что уж говорить о единичной рекламе. Ну а теперь пришло время поговорить о самих играх. Годы наибольшей популярности консоли NES в США пришлись примерно на 87-92 годы, и за это время было выпущено чуть более 600 игр.
В это число не входят нелицензированные, то есть неодобренные самой NOAA картриджи, и те, что выходили только в Европе, а так-то их набралось бы еще порядка 200. В период заката консоли NES с 93 по 94, а это именно тогда, когда у нас только начала появляться Dendy, в Штатах вышло еще около 50 игр к ней. То есть в течение 2 лет всего 50 игр. Естественно, наиболее известными из всего этого числа становились те, которые появлялись в продаже на пике популярности консоли, когда Super Nintendo была еще в проекте, а Sega Genesis только набирала обороты. И если проследить хронологию опроса геймеров в журнале Nintendo Power, то рейтинг популярности формирует 4 основных категории хитов в США. Первое, конечно, игры от самой Nintendo. Флагманы в лице всех частей Super Mario и Зельды, а также некоторые пазловые и спортивные серии, выходившие на NES, неизменно находились в топе в течение всего времени продажи консоли. Вторая – фэнтези и экшен RPG. Поколение, выросшее на настолках Dungeons and Dragons, несомненно всегда высоко оценивало 8-битные попытки перенести его в эти удивительные миры. Поэтому такие игры, как Final Fantasy, Crystalis и Dragon Warrior закрепились в топ-20 по версии читателей Nintendo Power. Третья категория – экшен-игры по сюжетам популярных кинофраншиз и по своим собственным. Аркады и битэмапы с черепашками, мегаменами, контрой, кастлваниями и симпсонами, конечно, здесь были всегда. И последняя, четвертая категория – чисто американский спорт. Бейсбольные и футбольные симуляторы по типу Bases Loaded и Tecmo Super Bowl, за которыми американские подростки проводили до черта времени. Лидеры во всех этих категориях в основном не менялись, но на позициях между 10 и 30 порой творилась совершенно невообразимая ситуация. К примеру, в самом первом номере журнала, в топ-30, я глазам своим не поверил, когда увидел, что игра Ikari Warriors стоит на 3 позиции выше, чем Contra. Едва я приготовился активно цитировать Михаила Задорнова, решил прежде открыть второй номер, и таблица лидеров в нем меня уже успокоила. Contra поднялась на 11 место, Ikari упали на 22. А уже к следующему номеру и вовсе исчезли из чарта навсегда. Так что объяснить такое положение в начале оказалось элементарно. К лету 1988 года, когда вышел первый номер журнала, Ikari Warriors существовали на NES уже больше года, а Contra всего 3-й месяц и только начинала набирать популярность. Думаю, к тому времени NES-геймеры уже выдали свой окончательный вердикт относительно Ikari. А теперь позвольте привести небольшой перечень игр, которые никогда не фигурировали в топах Nintendo Power. Черный плащ, Чип и Дейл, Робокоп 3, Contra Force, Код Феликс, Утиные истории 2, Mighty Final Fight, Ninja Zen, Чип и Дейл 2, Back Your Hair и другие. Как же это возможно, спросите вы? Но здесь тоже все предельно ясно. По большому счету все эти игры, за исключением разве что Чипа и Дейла, были выпущены в Америке после 92 года. Уже год как на прилавках стояла приставка Super Nintendo, и популярность NES уже прошла. Так что они просто не успели получить признание среди американских геймеров. Но большинство из этих игр были удостоены развернутой статьи в Nintendo Power. К примеру, обзор на Робокоп 3 появился на страницах журнала в мае 92-го. А это было более чем за год до премьеры самого фильма, так как вследствие банкротства студии Orion Pictures релиз триквела был отложен до лета 93-го. А вот игра вышла по расписанию, и очень многие фаны Робокопа проспойлерили себе сюжет задолго до просмотра его в кино. Однако некоторым играм из этого списка особенно не повезло. Такие великолепные произведения от Capcom и Konami, как Утиные истории 2 или Back Your Hair, не то что не попали в топ, они вообще не освещались в журнале. Последней игрой на NES, которая удостоилась обзора в Nintendo Power, стала Красавица и чудовище, выпущенная только в Европе.
К тому моменту журнал официально выпускался уже и за пределами США. На отечественном рынке 8-битных игр список потенциальных хитов сформировался, пожалуй, еще до того момента, когда разноцветные картриджи поступили в продажу на прилавки и обосновались на подобных этим полках. К 1994 году, когда Dendy только набирала обороты в России, самыми любимыми и обсуждаемыми у детворы телепрограммами являлись зарубежные мультсериалы, которые транслировались по всем центральным каналам в разные дни и в разное время. Например, по НТВ тогда показывали семейку Флинстоун, по дважды два Черепашек-ниндзя, а по первой только начинался Кот Феликс. Но наиболее популярными среди мультсериалов, конечно, были произведения студии Disney. Те самые, которые за несколько лет до этого шли в утреннем блоке Disney's Afternoon в США. А у нас показывались по вечерам в выходные дни. И не было такого ребенка, который бы не видел хоть что-нибудь из этих мультфильмов. Если, конечно, у него вообще был телевизор. Поэтому, когда приставка Dendy разродилась видеоиграми с участием всех вышеперечисленных героев, они сразу же стали лидерами продаж на 8 бит и лидерами хит-парадов в журнале «Видеоас Dendy», где Черный плащ, Черепашки-ниндзя и Чип и Дейл закрепились навсегда. По моим личным наблюдениям, ни одна игра, вышедшая после 1988 года на NES, не встречалась на наших желтых сборниках на Dendy чаще, чем Черный плащ и Чип и Дейл 2. Те же супер-братья Марио, хоть и были у нас не менее популярны, чем в Штатах, но довольно редко обращали на себя внимание в продаже, поскольку большинство китайских консолей уже имели в комплекте картридж с базовыми играми, куда входил и Супер Марио. Впрочем, как и в случае с NES. Но среди так называемых базовых зачастую имелась еще одна игра, которая была у нас не менее популярна, чем Марио, но абсолютно неизвестна в Америке, по причине того, что официально выходила только в Японии. Вы все ее, конечно, знаете как танчики, но версия под названием Tank или Tank 1990 это своего рода пиратский хак от китайской компании Yanshan Software, значительно расширяющий возможности оригинальной игры. А оригинальная игра называлась Battle City и являлась портом аналогичной аркады от компании Namco, выпущенной только на Famicom. На комплектующих пиратские фамиклоны картриджах попадались обе версии игры, и среди мультиплеерных это был самый первый хит в России. Если вычесть из предпочтений американских игроков в NES игры жанра RPG и окружающие их фэнтези, и заменить любимые ими симуляторы американского футбола на футбол европейский, то в остальном рейтинг 8-битных игр в США и в России не будет иметь ощутимых различий. Даже несмотря на то, что нам в страну везли очень много картриджей с японскими играми. Там, кстати, выходило гораздо больше игр типа Action RPG. Наверное, 100-2, но к нам они не попадали. И не потому, что в России ими не интересовались, а потому, что просто не поняли бы, как в них играть. По большому счету, как раз из-за японского языка, без знания которого они были просто невозможны. Процент фамикомовских игр на нашем рынке составляли в основном аркады. Но помимо всего прочего, в продаже можно было найти и немало чисто бутлегерской продукции в виде десятков игр, созданных на Тайване и в Китае, и в большинстве являющимися даунпортами игр 16-битных консолей. В Европе и Америке на закате NES этим тоже занимались, и вполне официально, но в намного меньших масштабах, как в количестве, так и в качестве. Но едва ли какая-нибудь из пиратских игр дотягивала у нас до звания хита. Хотя на безрыбье, как говорится, и рак ценится. Вот и на NES-овском безрыбье в жанре файтингов, особенно для двоих игроков, где самой, на мой взгляд, выдающейся игрой была последняя и оттого неоцененная игра на 8 бит про черепашек-ниндзя,
Наш отечественный рынок мог предложить гораздо больший ассортимент тем, кто в первую очередь спрашивал у продавцов картриджей, а есть ли у вас какие-нибудь драки. Обилие драк на Денди действительно было немалым, как раз благодаря тайваньским игроделам, и многочисленные полупорты оригинальных стритфайтеров и Mortal Kombat'ов хоть и не выбивались на верхние позиции журнальных хит-парадов, но обязательно имелись в коллекциях российских денди-боев. Уже минуло несколько десятилетий со времен грандиозной популярности развлекательной системы Nintendo, а она и по сей день считается самой успешной консолью в США. Выпущенная несколько лет назад и сразу распроданная NES Mini это только подтверждает. Как и последние тенденции геймерского интереса к играм с пикселизованной графикой и прочим ремастерам, регулярно появляющимся в Steam из года в год. Все это является свидетельством обширной субкультуры, которая живет и процветает по сей день среди геймеров, музыкантов и стримеров, наряду с аналогичными игровыми сообществами по ZX Spectrum или тем же Dungeons and Dragons. Разумеется, как последствие давней многомиллионной индустрии, сообщество NES-геймеров имеет свои артефакты и ценности, некоторые из которых с каждым годом только дорожают, поскольку увеличивается процент тех, кто хочет ими обладать, а само их количество уменьшается. А некоторые, наоборот, давно потеряли в цене, будучи растиражированным баяном. В эпоху интернета, когда весь основной оборот американского, гиковского и видеоигрового стаффа вращается на eBay, эта площадка – наилучший способ отследить формирование цен и предпочтений у ретро-геймеров. Но из каких соображений формируются ценности относительно NES? И каких масштабов они достигают в США по прошествии 30 лет? Если говорить непосредственно о консоли, то с ней ситуация предельно ясна. Такие факторы, как работоспособность, целостность внешнего вида и степень укомплектованности являются ключевыми в вопросе о цене, как применительно и к любым другим приставкам. Исходя из этого, данный набор обошелся бы уж точно недорого. А вот если говорить об аксессуарах для NES, то здесь факторов уже несколько больше. В основном игровые дополнения, такие, например, как Power Glove, разрабатывались сторонними компаниями и выпускались в продажу в США с разрешения компании Nintendo. Примерно пятую часть всех выпущенных для NES расширений она сделала сама, как, допустим, аркадный контроллер NES Advantage. И примерно такой же процент аксессуаров для этой консоли были выпущены нелицензионным путем, то есть хоть и вполне официально, но без одобрения самой NOAA. К таким относится, к примеру, Aladdin Deck Enhancer от компании Camerica. В каждой из этих категорий ценовые рамки аксессуаров примерно одинаковы, и в голом виде они в основном не превышают стоимость самой консоли даже сейчас. Так что рост цены здесь зависит напрямую от тиража и комплектации. К примеру, можно запросто купить полнокомплектный Game Genie за 50 баксов, а вот какой-нибудь NES Super Chair вам придется еще поискать и до хрена за него отвалить. Самое интересное касается, конечно, игр для NES, коих, как вы помните, в Штатах было выпущено более 600, а с нелицензионными и того всех 7. Зачем же из всего этого гоняются 8-битные коллекционеры за океаном? Рассмотрим по возрастающей. Из всей основной массы разнообразных видеоигр с хитами, проходником и громкими тайтлами, ценой в первую очередь выделяются те из них, которые были выпущены после появления консоли следующего поколения от большой N – Super Nintendo. То есть примерно с 1992 года, когда американский рынок плавно переходил на 16 бит, но поддержка NES все еще продолжалась. К тому времени игровые разработчики сумели добиться просто поразительных успехов в работе с 8-битной архитектурой, и в своих поздних играх выжимали из консоли все, что только возможно. Поэтому такие высокотехнологичные с виду игры, как Power Blade 2, Little Samson, Mighty Final Fight
или Bonk's Adventure идут сейчас по цене от 200 до $2000 в зависимости от комплектации. Да тот же DuckTales 2, который давно признан у нас в России как одна из самых лучших и известных игр на Денди, в Америке идет по $180 за галыш. На момент 2019 это около 11 тысяч рублей. Далее по ценовой лестнице у американцев идет категория картриджей, выпущенных по тем или иным причинам значительно меньшим тиражом. А если они выходили еще и на закате NES, то в цене взлетают до небес. Круто, в рифму. Ярчайший пример коллекционерского вожделения из подобных — сиквел 8-битной игры про семейку Флинстоунов The Surprise at Dinosaur Peak. Первая часть вышла в 1991 году, и ее цена варьируется в районе $90 за полный комплект. А вот со второй, изданной аж в середине 94-го, история довольно странная. Игра мало того, что вышла в последний год существования на рынке NES, но по некоторым сведениям она не поступала в свободную продажу, а распространялась эксклюзивно в сетях видеоигрового проката, вроде Blockbuster Video, тех самых, с которыми Nintendo упорно боролась. То есть купить ее было нельзя, а позволялось лишь брать на прокат. Самое странное, что статья с полным обзором этой игры появилась на страницах журнала Nintendo Power еще осенью 93-го, а в дате выпуска официально значится лето 94-го. Поэтому есть предположение, что весь первый год Flintstones 2 распространялись исключительно посредством проката, а впоследствии все-таки появились на прилавках ограниченным тиражом. И сейчас цена за комплект игры доходит до $2 с лишним тысяч. В отличие от наших картриджей с ней на Денди, которых было хоть жопой жуй. Кстати, категория пиратских, то есть нелицензионных игр для NES по цене стоит с Флинстоунами где-то рядом. Несмотря на то, что по качеству большинство из них в несколько раз хуже тех пиратских игр, которые продавались на Денди, разница в стоимости американского трэша по сравнению с нашим колоссальная. Начиная с известных произведений, вроде библейских игр от Wisdom 3 или Читамена из сборника Action 52, которые идут по цене от $100 до $400, то совершенно неиграбельный, забагованный, да к тому же и вовсе не допущенный в продажу сиквел Читамен 2 стоит уже от 1000 и выше. Только благодаря тому, что 1500 копий с ним, найденные на складе, пошли в народ. Самым же дорогим образчиком нелицензионщины в Штатах является сборник от компании Keltron с 6 играми на борту, который так и называется Keltron 6 в одном. Одну из его игр, Magic Carpet 1001, в России даже знают как Aladdin 3. И полагаю, что о качестве остальных 5 после этого мне не нужно вам рассказывать. В общем, обе версии этого сборника, сначала от Keltron, потом от Myriad, так назвали компанию после банкротства, небольшим тиражом продавались в США с 1992 года. И сейчас их остатки можно найти по цене до $3000 за штуку. Но абсолютными рекордсменами вожделения среди американских NES-коллекционеров являются вполне официальные продукты от Nintendo. Только те, которые изначально были созданы не для продажи. Это разные редкие прототипные картриджи с ранними версиями игр или промо-копии, иногда всплывающие на интернет-аукционах. И самыми дорогими из таких, да и вообще из всех картриджей для NES, являются экземпляры, сделанные специально для турнира Nintendo World Championships, проводившимся в Лос-Анджелесе в 1990 году. 90 картриджей, разработанных для соревнований со слегка измененными версиями классических игр, были подарены финалистам. И еще 26 золотых копий, под стать зельдовским, были разыграны в журнале Nintendo Power. Именно они спустя 17 лет стали уходить на аукционах по цене около $20 тысяч США, а еще через 10 уже за 100 000.
Да уж, Америка страна возможностей. Хотя бы с точки зрения цен к 2019 году на 8-битный став, я думаю, в России возможностей побольше. Что-то обуславливается нынешними позициями на рынке. Как, например, даже сейчас можно пойти в ближайший магазин электроники и купить там какую-нибудь очередную недорогую копию Dendy. Разбирающиеся геймеры и коллекционеры, конечно, за нее и гроша ломаного не дадут, как и за всю околоноводельную продукцию последних 15 лет. А вот в выборе консолей, аксессуаров и картриджей, выходивших на заре эпохи Dendy, они будут гораздо более избирательнее, чем западные товарищи. Ведь недюжее многообразие тайваньской продукции сопровождалось нестабильной разницей в качестве. И за все прошедшие годы у дендивцев России выработались свои определенные критерии, которые формируют нынешние ценности, а также свои определенные места, где их можно приобрести, как, например, интернет-барахолки gbx.ru или Авито. Начнем с консолей. Не мне вам рассказывать, сколько было на рынке 90-х вариаций китайских Dendy. От Рико и Пантер до Императоров и Терминаторов. И те из них, что дожили до наших дней, какой-то определенной коллекционной ценности не представляют, поскольку мало до этого дела есть коллекционеров. За исключением тех, у кого просто такая в детстве была, и поэтому он готов за нее немало отдать. Зачастую такие индивидуальные желания субъективны, поэтому мы не будем брать их в расчет. Среди тех же, кто интересуется разнообразием фамиклонов, критерий в цене, как правило, один – это полный комплект. Наличие коробки, сохранившейся в презентабельном виде, поднимает цену практически любого 8-битного образчика до 2-3 тысяч рублей. А какие-нибудь необычные модели, вроде белой лифы или микроджениус, являющегося прототипом нашей Dendy, могут достигать цены и в 6, и в 10 тысяч. Но здесь нужно учитывать, что у нас тогда их было не найти. А что касается флагмана российского рынка, консолей Dendy от фирмы Stipler, цена за комплект идет у нашего брата от 4000 рублей и выше. В переводе на деньги 90-х это было бы примерно раза в 2 дешевле изначальной рыночной цены. В отличие от NES, цена за полный комплект которой даже сейчас не опускается ниже стартовой, но с учетом инфляции выходит, конечно, дешевле. Вот по поводу аксессуаров для Dendy, тут не то чтобы полный голяк, но разнообразием не пахнет. Все основные различия в периферии для Dendy от самого Стиплера укладываются лишь в разницу форм для световых пистолетов, а также в наличие или отсутствие дополнительных кнопок или проводов на джойстиках. Никаких китайских пауэрпэдов или пауэргловов у нас не было. И если бы кому-то случайно достался оригинальный фамикомовский Family Trainer, то увидеть, как школьник скачет на нем перед Dendy, было бы довольно дико. Впрочем, такой скудный набор расширений не мешает полнокомплектным дендиским аксессуарам цениться не меньше, чем самим консолям. Тем более, что в отличие от западного рынка, аксессуары для Dendy выпускала только сама фирма Dendy, она же дочерка Стиплера. Но, как и в случае с NES, самое интересное в плане ценностей у нас тоже касается картриджей с играми. Но здесь нужно сразу оговориться, что у коллекционеров в России личная ностальгия, как мне кажется, имеет куда большее значение, чем у коллекционеров в Америке. И некоторые наиболее дорогие экземпляры сами по себе ценны отнюдь не для всех из них. Более того, у многих коллекционеров Dendy цены на некоторые картриджи вызывают бурю противоречивых эмоций. Мол, как вообще этот кусок китайского пластика может стоить таких денег по сравнению с остальными, и уж тем более с оригиналом. Но факт остается фактом, и кое-какая логика в этом все-таки прослеживается. Итак, весь видеоигровой 8-битный ассортимент, заполонивший российский рынок в 90-х, можно разделить на 3 основных категории картриджей. Стандартные картриджи без опознавательных знаков, картриджи с надписью TV Game Cartridge, позаимствовавшие форм-фактор у лицензионных экземпляров от Жалика, и картриджи, продававшиеся самой фирмой Dendy, соответствующей наклейкой на задней стороне корпуса, а порой и с картонным футляром. В
каждой из этих категорий есть свои жемчужины, и в целом по ценовой лестнице они так и располагаются, только наоборот. Поскольку вследствие своего нелегального происхождения общий тираж тех или иных картриджей подсчитать невозможно, то наиболее ценными среди них являются те, которые труднее всего найти. И неважно, будь то официальная игра, хак или созданная с нуля тайваньскими программистами. Но есть и общие критерии, на которые наши коллекционеры обращают внимание в первую очередь. Прежде всего, это целостность игры. Из-за пиратского копирования многие игры подвергаются каким-то внутренним изменениям, например, затирание названия, или внедрение читов, или замена спрайтов персонажей, или, что намного хуже, нарушение программного кода, из-за которого в определенных местах игра глючит или зависает. Поэтому среди встречающихся на картриджах таких взломанных игр особенно ценятся их нетронутые и рабочие версии. Также имеет значение соответствие обложки, поскольку многие игры продавались на картриджах с разным оформлением и подчас не имеющим ничего общего с оригиналом. Ну и еще одним немаловажным фактором является год выпуска, хотя бы примерный. И это интересный парадокс, ибо если среди игр на NES ценятся наиболее поздние картриджи, то в России наоборот, наибольшее значение имеют ранние ревизии. И совсем не из-за игр, а из-за веса. Дело в том, что ранние технологии копирования оригинальных картриджей базировались на использовании элементов в виде массивных чипов, которые были понатыканы на платы картриджей в больших количествах и, следовательно, добавляли им веса. Со временем технологии упростились и удешевились, и пираты стали обходиться платами-капельками. Поэтому ранние модели увеличились в цене просто относительно своего железа, а спустя десятилетия стали предметом ценности среди коллекционеров. Так вот, учитывая эти факторы, как я уже сказал, в каждой категории картриджей есть своя элита. Среди стандартных это одноигровки с какими-нибудь редкими играми, например, Rough World, Final Fight 3, Racketeer, Immortal. Хиты вроде Battletoads and Double Dragon и Super Mario Bros. 3 тоже вполне могут перевалить за сумму в 1000 рублей, особенно если обложка на картридже соответствующая и в хорошем состоянии. Многострадальный Tokus Ray Soul Brain, чья испорченная пиратами непроходимая версия часто попадалась на наших картриджах под названием Super Rescue Robocop 3, в своем исправном виде и с подлинным артом на обложке будет стоить никак не меньше пары тысяч рублей. Но еще дороже наверняка будут стоить игры, вернее весьма редкие их версии, переведенные еще в те времена на русский язык. Да, таких было очень немного, но оттого они и ценнее сейчас. Особенно те из них, которые имели нестандартный корпус с отлитым названием фирмы-переводчика АО «Электроника». На картриджах в корпусе TV Game, помимо вышеперечисленных игр, ценовую планку держат две основных классификации. Это сборники под странным названием Super Hig и так называемые пейзажные сборники. И те, и другие выпускались, скорее всего, одним и тем же тайваньским производителем и содержали в себе довольно хитовые игры, но различались именно разным подходом к обложкам. Суперхики, как правило, были с розовой этикеткой и указанным годом выпуска, и образцы 92-94 годов идут у коллекционеров от 1500 и выше. А пейзажники – это по сути те же суперхики, только с более художественным подходом в обложке, где постеры из игр не просто выносятся в ряд на передний план, а интегрируются в детали фонового рисунка. Сколько их было всего разных, неизвестно. На момент съемок этого фильма успели засветиться десятка-полтора. И на интернет-аукционах некоторые из них идут по цене от $100. Что, разумеется, не стоит и в сравнении с большинством дорогостоящих игр на NES. Но вот в третьей категории с картриджами от Стиплера уже найдутся такие, которые посоперничают с большинством поздних американских. Наличие наклейки Dendy на задней стороне уже увеличивает стоимость картриджа, какая бы на нем ни была игра, поскольку это официальный знак.
насколько вообще в рамках России 90-х его можно считать таковым. Но стоимость самых дорогих слоновых экземпляров зависит уже исключительно от игры. К примеру, долговременный рекордсмен по цене, стиплеровский Баки О'Хейр, который уникален не только нетронутой китайцами рабочей версией игры, но и соответствующей обложкой, что вообще редкость на пиратке, ушел по цене в 20 тысяч рублей. Но на момент 2019 года самый дорогой картридж, проданный на коллекционерском аукционе, это Magical Dorothy от Стиплера. Игра, которая является своего рода женской версией Мегамена, сама по себе очень редка на Денди, но с наклейкой Стиплера ее цена взлетела до 30 400 рублей, что эквивалентно примерно 460 долларам США. Однако коллекционеры частенько продают картриджи друг другу в обход аукционов. Но это, как я уже говорил, субъективные желания и возможности. Но просто для справки, однажды я слыхал, как стиплеровский картридж с редкой игрой Immortal был продан в одной частной сделке за сумму в 50 тысяч рублей. Или 770 долларов. На eBay полный комплект американской версии игры от Nintendo стоит $29.95. Так кому же все-таки повезло больше в освоении 8 бит? Американцам с их официальным рынком, обилием информации, аксессуаров и дорогущими коллекционными картриджами? Или русским с китайскими фамиклонами, фанатскими журналами, многообразием игровых сборников и новой реальностью? Скорее всего, все относительно, но мое мнение таково. В плане распространения 8-битных консолей и игр для них Россия не уступает Соединенным Штатам и в некоторых аспектах даже превосходит. Стремление к закату западного рынка к моменту старта у нас, несомненно, сыграло России на руку, поскольку это исключило ажиотаж, связанный с релизами игр. И большинство игровых хитов были у нас всегда доступны в неограниченных количествах. Игровые коллекции дендивцев могли похвастаться наличием большего числа игр на картриджах за счет обилия многоигровых сборников, в отличие от одноигровок NES. Однако качество и долговечность картриджей и игровых консолей у американо-японской продукции значительно выше. С точки зрения информационного поля, по части 8-битной продукции гораздо лучше была осведомлена именно американская аудитория. Благодаря прямым связям с производителями видеоигр, NES-геймеры получали своевременную и достоверную информацию не только о новинках, но и о всех основных аспектах, касающихся самих игр, от сюжетов до секретов. Журнал Nintendo Power не идет ни в какое сравнение с видеоасом Dendy, где достоверной и эксклюзивной инфы было меньше в разы. Но по части телевидения российские видеоигровые передачи были более креативны и информативны. Ну а что касается сформировавшейся субкультуры и ее проверенных временем ценностей, мне кажется, здесь дело не в разнообразии необычных аксессуаров или уникальности тех или иных картриджей, а в том, что каждое сообщество дорожит тем, что имеет. Коллекционировать Денди хоть и дешевле, но труднее, так как никто до конца не знает, сколько чего было выпущено. А статистика по NES в этом плане более прозрачна и понятна, но и цены значительно выше. Поэтому, подводя заключительный итог, я бы, пожалуй, сказал так. В своей главной сути консоли от Nintendo, в ее играх, в их доступности и многообразии, здесь нам определенно повезло. А вот во всем остальном не очень. Но с этим мы уж как-нибудь справились.